Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, осень 2023 года. Месяцы, сентябрь, октябрь, ноябрь. Как изменится моя жизнь? Давайте узнаем. События конца лета будут формировать для нас осень. 2023 год, год адаптации. И он у нас начинается с Меркурия, кстати, который в знаке Козерог. И это произошло в конце 2022 года. И что примечательно, 2023 год закончится снова ретроградным движением Меркурия и снова в знаке Козерог. Козерог – это всегда какая-то система, новая структура. И для вас это отзывается особенно, потому что вы умеете в каком-то хаосе построить свой порядок. Это ваша сильная сторона. Но в данном случае тут как будто направлено на нас, наша жизнь именно. Мы должны быть счастливыми. И если последующие годы, 24 и 25, это год дракона, год змеи, они в принципе не бывают спокойными. И какая-то структура, она будет неизбежно меняться. Может быть, меняться система иерархии, обстоятельств, которые нас окружают. Так вот, 23 год, он нам дан для того, чтобы мы могли для себя построить островок безопасности или то наше место комфорта, уюта, счастья и то, что на последующие годы будет придавать нам как и уверенности, так и радость в жизни. И если мы говорим сентябрь, для вас как раз многие планетарные события предыдущего периода могут поставить, знаете, как перед каким-то выбором, или могут вынести на повестку те вопросы из прошлого. И вопреки тому, должна сказать, что бы вы тут ни думали, в вашем распоряжении сейчас есть абсолютно все ресурсы, чтобы жить легче, комфортнее. И поэтому не усложняйте. Для вас сентябрь несет благоприятные энергии, мои дорогие девы, и Меркурий делает вас очень проницательным. Фишка этого периода будет состоять в том, что здесь словно не порядок надо отстраивать, а принять какое-то иррациональное либо решение, либо увидеть какие-то другие грани жизни. И для кого-то из вас это будет как знакомство с самим собой заново. Это услышать или научиться услышать, кто раньше не пользовался подсказками своего шестого чувства. Так вот, как раз интуиция, наш главный помощник. Сентябрь следует прожить по Меркурию, мои дорогие девы, не тратя время на самокопание, какую-то детализацию, а скорее воспользоваться тем, что уже есть в вашем распоряжении, или то, что придет с новыми возможностями. Воспоминания, в принципе, о прошлом могут оказать медвежью услугу, поэтому задача наша такова, что мы должны словно отряхнуться, каких-то, может быть, обязательств, чтобы потом налегке продолжить свой путь. Даже если на личном, нам говорят, небосклоне появляются облака какие-то, да, не следует на этом зацикливаться. Помните, что это временно. Наверное, самое главное не вспоминать прошлое, какие-то обиды, разочарования. Вот все это оставить позади. Вот ваш знак, он таков, что как минимум один раз в своей жизни, мои дорогие девы, конечно, зависит от вашего возраста. Но девы сталкиваются с тем, что я должен все оставить позади. Вот словно бросить и продолжить путь совсем как будто в другом направлении, от чего-то кардинально отказаться. И именно этот пункт, вот эта точка невозврата, это будет означать начало счастливого периода. Но решиться на это как раз, это как испытание. Это будет очень сложно. Ваша душа вам может подсказывать: нет, ты должна быть счастливой, или ты должен быть счастлив. И вот, наверное, от этого чувства, мои дорогие девы, будьте добры сами к себе. Просто захотеть быть счастливым для вас в течение осени будет очень важно. Ну, давайте мы посмотрим, что думают карты. Не всегда астрологические прогнозы совпадают с картами Таро. Ну, иногда и карты Таро вообще ни с чем не совпадают. Будем реалистами. Но я так надеюсь, что если все вместе сложить, планетарные события, да, потом образы карт, которые нам тоже как бы на мысли какие-то наводят. Ну и, понятно, те обстоятельства жизни, которые у вас сейчас сложились, все равно какой-то инсайт мы получим.
И давайте на Таро иллюминатов, как изменится моя жизнь. Да вот изменится она. Карта заслуженного успеха, но темная карта, правда? Про какой нам тут, казалось бы, успех говорят, если трое в лодке сидят с грустными лицами и отплыли от берега, и достаточно нехитрые их пожитки, тут какая-то маленькая котомочка, да и лица у них не самые счастливые, но они все равно идут вперед. Да, безусловно, мужество на что-то решиться, оно совершенно необходимо, но именно поэтому нам карта обещает успех. И для кого-то вопросы, связанные с переездом, кардинальные перемены по вашему виду деятельности, по роду деятельности, либо по работе, перемены в вашей жизни. Вот это, наверное, все то, что я сейчас говорила, карта акцентирует. Итак, как же изменится моя жизнь? Выход из каких-то обязательств, зависимостей, из подвешенного состояния, из того, что мы кому-то что-то должны. Опять же, карта дьявола. Бывают зависимости, безусловно, как вредные привычки, но это зависимость от труда, от работы, а вы как раз люди очень трудолюбивые. Или от тех табу, которые мы сами себе установили. Да, вот как «я должен» или «я должна», «я смогу». Вот выбросьте это все сразу. Вы единственное, что должны быть свободны. Вот это чувство свободы и желание быть счастливым – это самый главный посыл. И, конечно, для кого-то проиграется конкретно, у кого-то кредит проиграется, у кого-то зависимость в отношениях. Как бы ни была сложна ситуация, мы должны выйти из каких-то ограничений, но мы при этом не должны делать чего-то чересчур. И, безусловно, если мы хотим что-то изменить, значит, нам придется действовать совершенно по-другому. Но есть желание, самое главное, знаете, быть счастливым. Вот правда, по карте дьявол, но есть и элемент того, что мы где-то можем проявить горячность, а вот здесь она нам помешает. Или можем, знаете как, какие-то разборки все-таки вот по этой карте проходят, да, когда мы идем в разнос и пытаемся кому-то что-то доказать, именно защитить как будто наши позиции, а вот в принципе осень не для этого. А что еще? И я так думаю, что личная жизнь у вас будет, мои дорогие девы, на первом плане, это точно. И знаете, у кого-то проиграется ведь со знаком, большим знаком, плюс вопросы страсти, получения денег, но все равно какое-то равновесие нужно соблюдать. Рядом у нас туз кубков, это, знаете, новые грани, как и чувственности, любви, взаимопонимания, удовольствия от жизни, восторга где-то от жизни. Вот, ну, правда, вы должны быть счастливы, и вот в этом направлении нужно идти. Знаете, тут не то, что даже себя узнать заново, а вот вкусить, наверное, каково оно может быть, и если выбросить вот этот ненужный хлам, стряхнуть себя, все то, что где-то нас напоминает о минусовом каком-то периоде, и поверить, что качество жизни я решаю сам, я меняю сам, вот просто на что-то решиться. Здорово. Как изменится моя жизнь. В личном плане, правда, она изменится. Но вот, кстати, об интуиции нам говорят. Но также ближайшее окружение или вопросы, связанные с ним, они выходят на первый план. И ваша жизнь, может быть, будет от этого меняться тоже. Как будет меняться ваша жизнь. Вот как хотите, там тут все про любовь, про, правда, 15-й аркан, туз кубков, королева кубков. Часто по придворным картам кубковым двора проходят наши близкие. И пусть вы сейчас не замужем или не женаты, но есть, значит, какая-то составляющая вашей личной жизни, которая сейчас на данный момент важна. И значит, не нужно быть одному или одной, иначе вот этой самой полноты счастья как будто не получится. И двойка кубков – это карта любви. Это не карта страсти, что примечательно. Нам сказали про страсти, про деньги. И двойка кубков нам говорит про любовь, про теплоту, про душевность отношений. А самое главное, про надежность и взаимопонимание. И кадуцей, который в верхнем правом углу расположен, говорит как будто о небесном благословлении. Как изменится моя жизнь? Что предстоит или какие события, судьбоносные, может быть, события со мной произойдут этой осенью?
Для кого-то это может быть встреча с человеком, рожденным под знаком зодиака стихии огня. Это Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. С другой стороны, это могут быть где-то и ваши энергии в том плане, когда мы хотим что-то осуществить. И по карте тогда нам сразу дают совет: не рассказывай о своих планах много, где-то не делись. Мы должны реализовать самую главную нашу, наверное, мечту, или для чего-то ж мы пришли в этот мир. Но это не значит, что мы о своих планах где-то афишируем. Видимо, определенная где-то скрытность все-таки. То есть быть на своей волне вам придется. И это где-то энергетика королевы кубков и по королеве жезлов, хотя полярной энергии, вода, да, и здесь огонь, импульс. Но, видимо, вот этот самый импульс нам нужно направить в какое-то правильную траекторию, а не создавать вот какую-то турбулентность, как по 15-му аркану. Упорядочить эту энергию, я бы сказала так. И что? Праздник после победы. И не случайно туз кубков, и как будто будет и победа, и дальше это нам приносит нашу прочные позиции, потому что четверка жезлов — это всегда как 4 столпа. Это когда у нас и все под контролем, это когда мы счастливы, и когда мы свой праздник и счастье разделяем с друзьями или с близкими. Значит, есть у нас те люди, с которыми мы действительно можем разделить какие-то свои положительные эмоции, и которые за нас искренне способны порадоваться. Вообще прочная позиция, удовольствие от жизни, вот эти две карты. Какие еще события у нас произойдут? У кого-то в личной жизни судьбоносные события произойдут. Да, я могу предположить, что это может быть все-таки у нас, посмотрите, аркан страшного суда. Это очень добрый аркан, это возрождение, избавление от боли, от страданий. Какая-то прежняя история должна закончиться, а для кого-то прежняя история личная заканчивается, и начинается сразу новая. Ну, не буквально в днях, да, я надеюсь, все правильно понимают, но как будто уже пространство, Вселенная для вас уже какую-то траекторию выбрала и только ждет вашего окончательного решения. Но придется, видимо, оставить прошлое позади, если мы хотим быть счастливыми. И личная жизнь, как ни крути, у вас в эту осень будет на первом месте. Избавиться, наверное, от того, что мы пытаемся все проанализировать, и из-за этого становимся более погруженными в свои мысли. Мы начинаем, ну, где-то либо действовать как по старинке, либо долго о чем-то сожалеть. А нам, посмотрите, говорят, и, кстати, мы не должны отказаться от своей любви, от каких-то отношений, может быть, буквально. Кто-то из вас, может быть, думает: ой, нет, так будет неправильно, а сердце вас зовет в какую-то определенную сторону или в определенном направлении. И вы знаете, как будто вот туда и нужно идти. Туда, где зовет где ваша душа, куда зовет ваше сердце. Потому что если мы откажемся вот от этого кубка замечательного, мы вот как этот герой останемся сидеть под деревом и будем смотреть в землю. Вот не случайно, наверное, то, что я вам говорила, для вас глубокий анализ или какая-то вот эта ненужная философия, она вам будет мешать, вредить, мои дорогие. Как в дальнейшем разовьются, давайте узнаем события, к чему это приведет. Будут новые возможности, будут новые предложения, будет, безусловно, вдохновение. Вы знаете, после того, как вы примете какое-то важное решение, будут, как знаете, новые возможности появляться. И понятно, что в 7 направлениях мы не пойдем, мы должны выбрать что-то одно, но то, что это уже будет в каком-то другом качестве души, это определенно. Мы увидим, знаете как, приняв, может быть, одно важное решение или сделав какой-то один свой важный выбор, у нас словно, ну, как врата открываются, и палитра меняется нашей жизни, и нам захочется себя попробовать, может быть, в разных вариантах, и даже те применить к себе. Это люди могут быть, о которых я говорила, которые могут вам встречаться, и даже, может быть, они выглядят странными, но допустить, что наша жизнь, она не в одной какой-то колее, а наш мир, он бесконечно многообразен, и вас это где-то может чувство захватить и придать вдохновение.
вы все равно останетесь при своих где-то, понимаете, прочных позициях. Королева Пентаклей – это та, которая умеет, опять же, из хаоса создать порядок, но для вас будет важно, мои дорогие девы, новое качество жизни, новый порядок. Не то, которое основано вот на каком-то прежнем опыте или прежних, может быть, ошибках, когда я пытаюсь анализировать, чтобы мне не повторить ошибку прежнюю. А тут не важно, мы будем еще 100 раз ошибаться. Допустить, наверное, тот момент, что я все равно иду дальше, если у меня и были какие-то, ну, может быть, нерешенные вопросы, проблемы, или я где-то могла ошибаться, или мог, ну, сделать что-то не очень правильное. Вот как оставляем позади, так и как вот эта вот королева, которая изображена на карте, она построила этот райский сад, где находится на троне, своими руками, и мы будем свой сад мечты выстраивать заново. Вот какая-то такая демаркационная линия, словно может быть у вас осенью. И все к счастью ведет. Вот правда, личная жизнь. И здесь не просто любовь, взаимопонимание, а здесь и достаток. Вопросы, связанные, когда мы, ну, связь поколений даже, да, могут быть и вопросы, связанные с вашими близкими, у кого-то проиграются, вполне вероятно, вопросы с наследством в течение осени или, ну, как-то так сложится, может быть, события, но так или иначе мы остаемся абсолютно довольными и счастливыми. Посмотрите, ведь по королеве Пентаклей, по сути дела, это энергия Венеры, это вот на нашем земном уровне, то благополучие, о котором мечтаем и которое мы можем создать. И карта счастья, взаимопонимания, достатка и уверенности в завтрашнем дне. Вот, наверное, тот островок безопасности, который для нас послужит совершенно какой-то новым качеством жизни. И опять же, взаимопонимание. Мои дорогие девы, вы просто должны быть счастливыми, понимаете? И, видимо, из 7 кубков, если вы сейчас о чем-то обдумываете или если вы в чем-то колеблетесь, да, вы не должны упустить вот как будто самый главный кубок. И вот это все воплотить в жизнь, быть счастливыми. Нечего добавить, вот как изменится моя жизнь, а вот так она изменится, по крайней мере, Таро иллюминатов. А это очень добрая, говорящая такая колода Таро, она видит вашу жизнь счастливой, она видит вас счастливыми. Ну, давайте мы соберем эти карты, перемешаем и посмотрим помесячно, как на месяце для вашего знака, мои дорогие девы, видят осень карты Таро. Попробуем заглянуть в будущее и немножко конкретизировать. Итак, сентябрь, октябрь, ноябрь. И на колоде Таро Висконти Сфорца вот как раз добавим этой самой конкретики. Я увидела, что там перевернулось. Итак, по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Что у нас в сентябре по финансам, как видят карты? И что в личной жизни? Октябрь. Дела, работа, бизнес. Что у нас по финансам и личная жизнь? Ноябрь. Дела, работа, бизнес. Финансы. И что у нас в личной жизни, мои дорогие девы? Смотрим. Сентябрь. Важное решение. Все то, о чем я сейчас говорила. Действительно, мы можем оказаться на выборе, но здесь, скорее всего, ведь по тузу жезлов это всегда возможности. По тузу жезлов это есть новость, информация, которая нас побуждает к действию или заставляет сделать какой-то выбор. Пространство будет вас словно направлять. Почему, наверное, дважды
прислушаться к подсказкам собственного шестого чувства, мои дорогие, или допустить, как из области иррационального, что-то сделать, может быть, придется, ну, совсем не так, как вы бы сделали или поступили прежде. Может быть, буквально отправиться куда-то, поехать срочно, куда-то собраться, не теряя времени. Время принимать решения. Дела, работа, бизнес, давайте посмотрим. Нечего добавить. Это очень сильная позиция. Карта сила. И здесь, кстати, не поддаться какому-то импульсу. У нас показан молодой человек, который палкой заставляет льва подчиниться. И в данном случае лев – это прообраз нашего эго. Причесать где-то свое эго, не дать ему, ну, изменить вашу жизнь не в ту сторону. Это когда мы должны быть больше где-то серыми кардиналами, больше манипуляторами, тем не менее. Но карта нам говорит о нашей силе. То есть, если мы поддадимся каким-то эмоциям, они нам могут помешать. А рационализм и хладнокровие нам помогают. Но в вашей власти практически все. Что бы вы тут ни запланировали. И, кстати, по вашей личной жизни, здесь ведь тоже мы можем изменить коренным образом. У вас достаточно сил для того, чтобы осуществить любое ваше желание. Но мы должны в правильном направлении применить, опять же, эти силы. Финансы. У вас изменится ваш статус, у кого-то изменится статус, может быть, по работе, или, может быть, сама по себе работа поменяется. Мы можем и столкнуться, это вот на деньги, с решением вопросов касаемо имущества, денег, может быть, и так тоже. Или вы будете оформлять какие-то документы, что-то подписывать, согласовывать в высоких инстанциях. Но мы должны надеяться сами на себя. Карта Император дает безусловные преимущества, когда в нашей силе, в нашей власти, нам сказала карта силы об этом, осуществить все наши намерения практически. Но мы не прыгаем как бы через голову. Мы саму систему иерархии признаем, потому что император, он сам есть иерархия. Но значит, мы быстро пройдем какую-то ступенчатость, и кто знает, для кого-то это будет означать смена вашего окружения одновременно. Решая какой-то вопрос, вы можете обзавестись совершенно новыми друзьями, новыми знакомыми. И для вас в целом это очень благоприятная и будет сильная дважды позиция. Поэтому не цепляйтесь за прошлое, но в деньгах будьте внимательны. Почему? Потому что у вас два старших аркана на дела и на финансы. Значит, где-то нам помогают, словно высшие силы, указывает нужное направление, плюс подсказки вашей собственной интуиции, особенно по карте сила. Но и по карте Император, он ведь надеется сам на себя, не на авось, не на счастливый случай. И он допускает, что обстоятельства вокруг, они все время будут меняться. Но главная цель или главное намерение императора не должны от этого пострадать. Ему придется где-то быть гибче, ловчее для того, чтобы изменить, ну, где-то свое, может быть, качество жизни в сторону плюс и удержать позиции тоже. Ну, бесконечно положительные карты для решения любых вопросов. И в личной жизни, опять же, ваша карта, но пусть это король пентаклей, есть и благополучие, есть и деньги, есть и стабильность, есть как будто, если мы перекладываем даже на вопросы работы, часто тоже статусные люди проходят по королю пентаклей, да практически все возможности, и у нас все под контролем. И если мы про семью, прекрасный семьянин, король пентаклей. Поэтому все три позиции – дела, работа, бизнес и личная жизнь, и финансы – у вас в сентябре с таким ощутимым знаком плюс. Но все зависит либо от вашего принятого решения, или какая-то новость, что-то улучшить, как будто вам дает возможность. Октябрь. Это карта спасителя или искателя Грааля. А это карта духовности. Иногда духовенство проходит само по себе по этой карте. Или это наша, знаете, как когда мы имели свою мечту или имеем какое-то, опять же, намерение его осуществить. И это не совсем про материальные какие-то блага. И, видимо, в течение октября будет важно,
что-то более возвышенное, нежели земное. А может быть, это как раз, когда мы свою мечту должны будем воплотить в реальность. И здесь мы можем продумывать, какого же качества жизни я хочу для себя. Для кого-то из вас это будет, правда, знакомство с человеком, который очень мудрый, который вам может прийти на помощь. Или просто, знаете, это... Иногда проходят те люди, которые умеют воспринимать нас такими, какие мы есть, от разговора с которыми мы чувствуем себя окрыленными, которые нам вот этого самого вдохновения добавляют. А еще по этой карте просто могут пройти вопросы искренних отношений. Давайте мы откроем дела, работа, бизнес. Вокруг изменяться что-то будет, хотим мы или нет. Какая-то обстановка вокруг вас может претерпевать, ну, какие-то кардинальные изменения, может быть, в структуре, может быть, это касается работы, как смена руководителя, или меняется сама по себе какая-то система. По карте башня для нас часто это проигрывается как то, что мы раньше не могли осуществить. Все-таки башня это у нас прообраз тюрьмы, каких-то ограничений, и здесь она рушится. Но просто вот с этой самой свободой мы на какой-то момент не знаем, что делать. И это нормальное явление. Вот некоторая невесомость, словно в делах, она может быть именно потому, что обстоятельства вокруг нас так складываются. И мы не должны ускориться. И вполне вероятно, как раз по принцу кубков есть и люди, на которых мы можем опереться или как минимум проговорить, обсудить какую-то проблему, вопрос. Но часто, если в позиции спаситель, как будто действительно будут совершенно новые варианты. Может быть, решить какое-то дело. Или для себя, к примеру, да, если даже в изменения в тех обстоятельствах, которые вас окружают, неизбежно происходят, они для вас будут открывать новые возможности, что-то для себя сделать хорошо. Это когда, знаете, для кого-то как камни с неба, а для вас будет удачный момент как-то переломить ситуацию в вашу пользу. Что у нас, ну, вообще фантастика по финансам. И финансы, хотя это карта мага, и с одной стороны, это уже вторая такая карта с подобной энергетикой, карта сила, карта мага, они очень, ну, практически идентичны. Только по уровню, безусловно, маг это более сильная карта. Но маг, для него не очень важно, кстати, финансовое положение, и между тем маг состоятелен. Потому что, наверное, имея какую-то идею или вдохновение и не думая ежеминутно о деньгах или не ставя на первое место, как на пьедестал, финансовую какую-то составляющую, работают энергии таким образом, что у нас эти самые финансы увеличиваются. Здесь для нас будет очень важно или важна какая-то именно наша идея, задумка или вот то возвышенное, духовное, ради чего мы вообще, ну, где-то живем. Это цель, намерение наше. И тогда у нас, даже если меняется что-то вокруг, для нас это будет означать новые возможности. Как и по финансам, так и по статусу, так и да практически по всем вопросам вашей жизни. Опять же, два старших аркана. Можно трактовать до бесконечности, но тут все будет зависеть от конкретно той обстановки, где вы находитесь, потому что карта выпадает башня, и значит обстоятельства вот в месте вашего проживания, или обстоятельства по месту вашей работы, или обстоятельства извне, может быть, принятие новых законов или исключение прежних, какая-то структура, как будто реформируется. В личной жизни венчание для кого-то может означать, и тогда вот эти две карты вообще изменение жизни, как будто шли мы в одну сторону, а тут мы разворачиваемся и куда-то в другом направлении идем, более счастливым. И карта Иерофант – это карта законника, когда у нас идет все по законам, не только нашим каким-то земным, но и по вселенским. Для кого-то это будет проигрываться как, ну, правда, может проиграться где-то и развод, если у вас уже к этому шли отношения, но для кого-то это будет и брак, а для кого-то из вас и сначала развод,
а потом вопросы оформления де юре уже ваших сложившихся отношений. Да, это момент сам по себе перехода. У вас как и сентябрь, так и октябрь, но как будто будет э, сочетание и личной жизни, и финансов, опять же, и вашего статуса. Здесь будут для вас все сферы важны. Они могут переплестись. Может быть, для кого-то это покажется как Гордиев узел, но на самом деле это начало какого-то иного качества жизни. Правда, нечего добавить. Бесконечные возможности. Главное вот этими энергиями правильно распорядиться, мои дорогие девы. Ноябрь. И еще раз нам про вдохновение и про духовность. Вот видите, как 2 месяца я сказала, что если мы не думаем о финансах, а думаем, для чего они нам нужны. Финансовая энергия, она так и работает. Ведь это один из способов взаимодействия с миром. Поэтому, если мы будем думать только о деньгах, мы ничего не получим. А если мы ставим перед собой высокие цели, тогда каким-то образом нам пространство помогает и в реализации, или в увеличении финансовой энергии. И здесь по принцессе кубков тоже ведь именно проходит карта музы. То есть начинается как с вдохновения. Для кого-то из вас это развитие вашего творчества или вашего ремесла, какого-то творческого проекта. И стоит кубок рядом с принцессой, оттуда выглядывает рыбья голова. Один из символов финансов, благополучия. И поэтому даже развивая, может быть, свое творчество или свой какой-то проект, в итоге мы получим материальное вознаграждение и когда не просто останемся довольными, а какое-то иное качество жизни мы можем заложить. Когда мы будем словно заниматься любимым делом, и одновременно нам это будет приносить доход. У вас будет очень это взаимосвязано. Когда именно нужно жить так, как когда я счастлив или счастлива. И деятельность моя должна быть в том направлении, в том, когда мне интересно, когда меня это вдохновляет. Само по себе вдохновение к жизни. И еще раз у нас туз жезлов выпадают. Это значит, ноябрь, будут какие-то новости, возможности. Все вот как по карте туз жезлов. Посмотрите, это более иллюстрированная колода. И как рука нам сквозь облака жезл протягивает и говорит: возьми. Вот и здесь мы должны воспользоваться чем-то. И значит, будет как и повод для радости, так и повод для вдохновения, так и возможность решить какие-то вопросы. Вы останетесь довольны, мои дорогие. Но, видимо, главное решение начинается с сентября. Семерка жезлов по деньгам. Много энергии. Есть, конечно, какое-то соревнование. Может быть, нам придется где-то сохранять собственные позиции. И по финансам, я бы сказала, когда 7 жезлов выпадает, главное не потратить не в том направлении. Мы можем чем-то вдохновиться и где-то просчитаться. Поэтому вот на ноябрь с деньгами следует быть более аккуратным. Не пытаться, может быть, успеть всюду и везде, а сохранять какую-то свою целостность. И даже если есть какая-то вот турбулентность, да, по финансам, но ориентировочно, по крайней мере, нам конкретно не говорят, хотя нам до этого уже сказали, что финансы есть и будут. Но, значит, какая-то позиция сохранения. Потому что 7, если по нумерологии, это всегда состояние статики, когда мы ничего не меняем, когда мы, наоборот, больше сохраняем. И что у нас в личной жизни? 4 мечей – это карта отдыха, это карта, опять же, покоя, когда мы должны уделить внимание собственным мыслям и привести мысли в порядок, часто эта карта говорит, так и вопросам собственной физиологии. По этой карте часто проходит усталость. Почему есть значение «складываю оружие», когда усталость уже становится настолько сильной или интенсивной, когда я чувствую себя словно обесточенным. Помните, уставшие люди делают ошибки. Но 4 это всегда, знаете, как якорь какой-то. Так вот здесь мы вообще ничего не предпринимаем. Ноябрь, будьте внимательны. Вопросы вдохновения, каких-то новых возможностей по деньгам, просто сохранение, и уделите внимание самому себе. Здесь может быть такое значение, когда если мы себя отодвигаем все время на потом, вот
вот эта самая усталость, она может перерасти в какую-то апатию или в недомогание и осложнить нам жизнь. Или мы начнем в себе копаться, начнем вспоминать из прошлого, а вы, наверное, помните, что вам в течение осени категорически это запрещено, потому что это для вас словно, ну, какой-то деструктивный может означать момент или, ну, ненужная трата времени. Вместо этого будет и идеальным именно уделить внимание где-то вопросы профилактики. Может быть, что у вас более как бы способствует вашей перезагрузке, когда вы более бодрым себя чувствуете, когда больше вдохновения, кстати, более ресурсным. И вот в ноябре именно эти вопросы для вас будут наиболее важны. Какой-то ваш творческий проект должен развиваться, я бы сказала так, мои дорогие. И для этого попросту вам понадобятся силы, ну и где-то, может быть, и средства. Поэтому все сохраняем, но себя самого в первую очередь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.